Что если я вам скажу, что эксплойт в Zcash, о котором сейчас все говорят, на самом деле может быть бычьим сигналом для Zcash? Знаю, это звучит абсурдно, но выслушайте меня, потому что ситуация действительно очень интересная. Я расскажу о Zcash. Расскажу о том, что мы сделали, что я увидел, какой у меня был план действий, а также о стратегии и логике, которые за этим стояли, чтобы вы смогли извлечь из видео максимум пользы. Итак, начнем с Zcash. Что сейчас происходит? Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас видео с канала CryptoFactor, в котором автор рассказывает об эксплойте в Zcash, способном вызвать взрывной рост токена на крипторынке. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые экспертные видео о криптовалютах. Посмотрите на заголовки в X. Zcash обвалился на 48% после того, как Claude AI обнаружил критическую уязвимость, позволяющую неограниченно выпускать Zcash. Она оставалась незамеченной в течение 4 лет, пока ее не исправили 1 июня. Прокручиваем ниже к CryptoRover. Claude Opus 4.8 только что взломали приватную монету с капитализацией $9 миллиардов. Уязвимость была обнаружена 29 мая и устранена 3 июня. Можно продолжать дальше. Здесь множество подобных заголовков. Люди продают свои Zcash и так далее. Так почему же все это может оказаться бычьим фактором для Zcash? И каков наш взгляд на происходящее? Что сделал CryptoFactor и какая у нас стратегия на будущее? На самом деле все очень просто. Если Opus 4.8 смог обнаружить такую уязвимость в Zcash, то он может и, вероятно, будет находить уязвимости и в других криптовалютах, как в секторе приватных монет, так и в других секторах и нарративах рынка. Для меня все это означает лишь одно. Zcash прошел первое испытание, первый аудит. Я понимаю, что это звучит безумно, потому что вы можете сказать: «Пол, но ведь они могли напечатать триллионы монет». Скорее всего, нет. Скорее всего, этого не произошло. Уязвимость уже исправлена, и проект движется дальше. Конечно, я могу ошибаться. Цена может пойти еще ниже, снижение может продолжиться, но именно здесь в игру вступает стратегия. Но если быстро ответить на ваш вопрос, подобное будет происходить со многими криптовалютами. Мы говорили об этом еще до начала медвежьего рынка. Этот медвежий рынок выявит множество уязвимостей, и мы много раз затрагивали тему ИИ. Многие монеты сейчас просто пытаются выжить, а вот Zcash уже прошел это испытание. Но прежде чем вы воодушевитесь и начнете бездумно залетать в Zcash, вы должны понимать, цена важнее всего. Другими словами, покажите мне график, и я скажу вам новости. Поэтому давайте быстро взглянем на графики, и я расскажу вам, что советовал делать своей группе, своему закрытому сообществу, и что делаем мы в целом, по крайней мере, большинству из нас. Конечно, каждый может принимать собственные решения, но я покажу, что делаю лично я и те, кто следует за мной. Давайте посмотрим на графики, и все станет понятно. Итак, смотрите, это график Zcash на дневном таймфрейме. Как видите, линия фактор окрашена в золотой цвет. Она по-прежнему золотая. На дневном графике она пока не дает сигнал на продажу. Падение, которое мы увидели, конечно, было усилено этой формацией голова и плечи, которая пробила поддержку, а также сигналом SFP на покупку, который был здесь. Кстати, стоп-лосс в таком случае ставится ниже этой точки, но это тема для отдельного видео. Кроме того, падение усилилось из-за общего снижения рынка. Мы, кстати, рекомендовали входить на уровне $62 тысяч по биткоину. Тогда мы назвали этот уровень временным дном и сказали, что ожидаем движения к отметке $80 тысяч, где находится первое серьезное сопротивление, после чего будем заново оценивать ситуацию. Также мы говорили, что после того, как цена опустилась ниже $80 тысяч и этот уровень превратился в сопротивление, я выпустил отдельное видео, в котором сказал: биткоин должен вернуть себе уровень $80 тысяч, иначе биткоин и альткоины будут падать очень сильно. Я также выпустил еще одно видео, где говорил об уровне $70-74 тысяч. Я предупреждал, что если этот уровень будет пробит и превратится в сопротивление, то альткоины начнут резко падать, а биткоин как минимум уйдет в район низких $60 тысяч. Именно это мы сейчас и наблюдаем. И вы можете проверить мои слова, можете посмотреть мои видео, стримы и все остальное. Так что, по сути, это было ожидаемо. Сам факт капитуляционного пролива был ожидаем, а вот его масштаб — нет. Это уже связано с драмой вокруг проекта
проекта с эксплойтом, с различными новостями. Не знаю, возможно, сыграли роль продажи Zcash и других позиций со стороны Артура Хейса. Хотя лично я думаю, что он просто увидел локальную вершину и совершил сделку. Но как бы там ни было, именно это сейчас происходит с Zcash. Посмотрите, цена упала в этот диапазон. Мы даже опустились ниже середины предыдущего торгового диапазона. Чтобы мы снова стали по-настоящему бычьими по Zcash, нам нужно увидеть, как цена поднимается сюда, закрепляется поддержкой над верхней границей этого диапазона, затем продолжает рост и пробивает максимум сформировавшегося движения. Если же вы предпочитаете более консервативный подход, то можно ждать пробоя уровня, где произошло пробитие формации голова и плечи. Итак, каким был наш ход? Что мы сделали в VIP-фактор? Когда я увидел это падение на 30-35% и понял его причину, я перевел 50% своей позиции в Zcash в хайп. Почему? Потому что хайп демонстрировал силу. Да, он тоже уже откатился примерно на 14-15%, но я исходил из того, что если хайп продолжит расти, то этот рост должен компенсировать убытки, полученные по позиции в Zcash. Дальше все зависело от того, что будет делать Zcash. Если бы он ушел значительно ниже, мы бы искали новую возможность для входа. Если бы цена отскочила, мы всегда могли бы вернуться в позицию позже, потому что, на мой взгляд, хайп тоже должен был продолжить рост. У нас очень сильные позиции как в Zcash, так и в хайп, потому что это голубые фишки наших ключевых нарративов, наряду с токенами стандарта X402. Но бессрочные децентрализованные платформы и приватные криптовалюты остаются нашими основными инвестиционными идеями на 2026 и 2027 годы. Итак, это был наш первоначальный шаг. Сейчас я быстро посмотрю свои записи на экране, чтобы точно передать вам, что именно я говорил. Я сказал, что пока биткоин не вернет диапазон 70-74 тысячи долларов, мы находимся в продолжении медвежьего рынка. Также я говорил, что движение от 60 до 80-90 тысяч долларов могло оказаться тем самым ралли внутри медвежьего рынка, которого мы ожидали. При этом я допускал, что если уровень 60 тысяч долларов удержится, то мы можем увидеть еще одно такое ралли или повторный рост в зону 80-90 тысяч долларов, а возможно даже к отметке 100 тысяч долларов. После этого мы бы снова пересмотрели ситуацию. Когда Zcash упал еще сильнее, я начал размышлять над происходящим и провел небольшое исследование. В результате я пришел к выводу, о котором рассказывал в начале этого видео. После этого я снова купил Zcash, установив стоп-лосс ниже локального минимума. То есть, если посмотреть на график, то прямо сейчас можно купить Zcash и поставить стоп-лосс немного ниже этих минимумов, если вы хотите отыграть это движение. Если же вы не перезаходили после того, как я сказал, что эта распродажа на фоне скандала может быть необоснованной, то сейчас мы снова находимся в позиции по Zcash, при этом покупка была совершена со скидкой. Если вы действительно воспользовались нашим планом, перевели часть средств и провели все необходимые операции, то сейчас у вас, по сути, больше Zcash, чем было раньше. При этом вы по-прежнему защищены стоп-лоссом. И вообще есть несколько разных способов разыграть эту ситуацию. Можно подождать и посмотреть, упадет ли цена еще ниже. Если падение продолжится, можно докупить. Если же цена начнет расти, можно рассмотреть другие варианты сделок. Но лично я считаю, что падение Zcash было чрезмерным. Точнее, необоснованным. Не самое подходящее слово. Скорее, я считаю, что Zcash в каком-то смысле стал даже более бычьим активом при условии, что основной нарратив вокруг него сохранится. Но вы должны понимать, это не факт и не гарантия. Это всего лишь теория. Все, о чем я здесь говорю, это теории и предположения. Поэтому обязательно проводите собственные исследования и принимайте решения ответственно. Если хотите присоединиться к нашей группе, ссылка находится в описании под видео. Группа называется VIP-фактор. И еще раз прошу прощения, что не смог более четко изложить мысли и записать более длинное видео. Я сейчас действительно болею, у меня очень мало энергии. На канале есть и другое видео о Zcash. В нем я рассказываю о монете подробнее. Обязательно посмотрите видео, которое появится здесь. Его точно не стоит пропускать. Либо посмотрите видео здесь внизу. Оба видео очень ценные. Оба рекомендую к просмотру. А я постараюсь позже выпустить еще одно видео о биткоине и рынке в целом. Возможно, уже завтра. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.